Дорогие друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить румяные с хрустящей корочкой, очень аппетитные и очень вкусные домашние круассаны. Посмотрите, какие они слоеные, очень пышные, воздушные, легкие. Главное, они очень-очень вкусные. Поэтому, если вам интересно, как и из чего можно приготовить такие вкусные круассанчики, то оставайтесь со мной и будем готовить их вместе. Итак, начинаю готовить круассаны. Сначала приготовлю тесто. Для теста сначала активирую дрожжи. Для этого насыпаю в дежу для замеса 2 столовые ложки сахара. Наливаю 250 мл теплого молока. Насыпаю 2 чайные ложки сухих быстродействующих дрожжей. И жду, когда дрожжи активируются, то есть оживут. Дрожжи очень активные, они почти сразу начали пениться, значит они очень живые. И теперь молоко с дрожжами отправляю 400 граммов просеянной белой пшеничной муки высшего сорта. Добавляю 1,5 чайной ложки соли. Наливаю столовую ложку растопленного сливочного масла. И с помощью кухонной машины замешиваю гладкое, ровное, однородное тесто. Это тесто также можно вымесить в хлебопечке. А если уж нечем замешивать тесто, то тесто можно вымесить и руками. Тесто хорошо вымесилось. Теперь чашку смазываю растительным маслом. И выкладываю чашку теста. Тесто получилось не сильно тугое и не сильно мягкое. Оно получилось чуточку плотнее, чем тесто для хлеба. Оно получилось гладкое, эластичное. Посмотрите, как хорошо тянется. Однородное, без комочков. Тесто округляю. Формирую из него колобок и кладу в чашку. Чашку с тестом накрываю пищевой пленкой. И чтобы тесто хорошо дышало, на пленке делаю несколько проколов. И убираю чашку с тестом в теплое место. Оставляю тесто для подъема ровно на 1 час. Тесто должно хорошо увеличиться. Прошел ровно час, и вот так вот тесто хорошо поднялось. Рабочую поверхность стола смазываю растительным маслом. Руки тоже. Выкладываю тесто на стол. Тесто обминаю. И делю тесто на 10 одинаковых частей, кусочков. У меня получается каждый кусочек по 68 граммов. Кусочки теста округляю. Собираю их в колобки. И укладываю колобки пока на стол. Оставляю колобки для отдыха на столе на 10 минут, чтобы они расслабились. А затем я их буду раскатывать в тонкие лепешки. Через 10 минут скалку смазываю растительным маслом. Рабочую поверхность стола тоже смазываю растительным маслом. На стол выкладываю первый колобочек и раскатываю его в тонкую лепешку. До толщины примерно 2-3 миллиметра. Пока лепешки убираю в сторону. И так я поступаю со всеми колобками теста. Раскатывать тесто лучше всего без муки, иначе тесто можно забить мукой, и оно потом будет плохо подниматься. Тонко раскатанные лепешки буду складывать стопочкой на тарелку, смазанную растительным маслом, начиная с первой лепешки. Прослаивая каждую лепешку сливочным размягченным маслом. На лепешку кладу 1 чайную ложку вот так вот сверху сливочного масла. Размазываю масло по всей поверхности лепешки, не доходя до краев на 1 сантиметр. Вот так вот. Лепешку с маслом накрываю второй лепешкой. Прижимаю ее к первой. Придавливаю.
Также промазываю ее сливочным маслом. Отступая от краев теста 1 сантиметр. Укладываю последнюю лепешку. Последнюю верхнюю лепешку смазывать ничем не нужно. Придавливаю все хорошенечко. Получилось вот такое вот слоеное дрожжевое тесто. Тарелку с тестом затягиваю пищевой пленкой. И убираю тесто охлаждаться в холодильник минимум на 1 час. Итак, тесто в холодильнике пробовала примерно 1,5 часа. Оно уже охладилось. И теперь тесто я раскатаю в тонкую лепешку толщиной примерно пол-сантиметра. Стол посыпаю мукой, подпыляю. На стол, присыпанный мукой, выкладываю тесто. Тесто также посыпаю мукой. Переворачиваю его. Немножко растягиваю тесто сначала. Опять переворачиваю. Еще немного теста растягиваю руками. Переворачиваю. Выпускаю из пузырьков теста воздух. Слегка подпыляю тесто мукой. И теперь я его уже раскатываю. Подкатываю тесто сначала с одной стороны. Затем переворачиваю. Если в тесте образовались еще пузыри, также выпускаю воздух из теста. Немного раскатываю тесто со второй стороны. Итак, постоянно переворачиваю, раскатываю тесто до желаемой толщины. А желаемая толщина теста 5 миллиметров. И в результате у меня получился вот такой вот большой круг теста. И теперь тесто делю на 12 одинаковых треугольничков. Короткие стороны треугольников рассекаю где-то примерно глубиной 2 сантиметра. И формирую из треугольников теста круассаны, рулетики. Тесто вот так вот немного подтягиваю, растягиваю. И начиная с короткой стороны треугольника, заворачиваю тесто в рулетик. Слегка вот так вот натягивая тесто. Получился вот такой вот круассан. Круассаны укладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой в достаточном расстоянии друг от друга, потому что во время выпечки в духовке они хорошо еще увеличатся. Противень с круассанами накрываю полиэтиленовой пленкой и оставляю их растаиваться под пленкой примерно на 40 минут или до тех пор, пока круассаны хорошо не увеличатся. Они должны увеличиться вдвое. Прошло 40 минут, круассаны хорошо увеличились. Растаяла я их при комнатной температуре. Температура на кухне у меня 26 градусов. И теперь я уже включаю духовку и разогреваю ее до 200 градусов. Круассаны смазываю лизоном, смешиваю 1 яичный желток со столовой ложкой молока. Взбалтываю все хорошо. И осторожно смазываю круассаны со всех сторон.
Особенно хорошо нужно смазать вот эти вот разрезы. Итак, все круассаны я со всех сторон хорошо смазала лизоном. И теперь круассаны отправляю выпекаться в хорошо разогретую духовку. Выпекаю их сначала 5 минут при температуре 200 градусов, а затем температуру духовки я убавлю до 160 градусов и буду готовить их еще при 160 градусах 15 минут или до румяной красивой корочки. И вот только что из духовки я достала вот такие вот румяные, аппетитные и очень вкусно пахнущие сливочным маслом круассаны. Круассаны пока оставляю здесь на противне до полного остывания, а затем их уже можно будет пробовать. Круассаны остыли, и вот такие вот круассаны получились на разрезе. Посмотрите, какие они слоеные. Они получились пышными, воздушными, легкими, невесомыми, с румяной, хрустящей, аппетитной корочкой, и они просто тают во рту. Советую вам тоже приготовить круассаны по этому рецепту и попробовать, ведь по этому рецепту они готовятся очень легко и просто. Поэтому готовьте и пробуйте. Вот такую вот красоту и вкусноту. Ну а если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я на сегодня с вами прощаюсь и желаю вам, как всегда, здоровья и удачи.